Всем привет! В этом видео я покажу вам мою сборку в корпусе Deepcool CH160. Также расскажу о всех плюсах и минусах этого корпуса. Корпус имеет пылевые фильтры спереди, сверху и снизу. Сбоку вот тут его нету. Это первый минус. Было бы круто, если производитель добавил опцию покупки сплошной стенки, к примеру. Чтобы его разобрать, нам нужно открутить два болта сзади с одной стороны, вот эти болты, и два болта с другой стороны. То есть сначала нам нужно снять две боковые стенки. Далее мы можем снять верхнюю крышку. Для этого нам нужно открутить эти два болта с одной стороны и также с другой стороны корпуса. Очень интересная фишка данного корпуса является вот эта утопленная внутрь поверхность. Первый раз такое вижу, и благодаря этим утопленным поверхностям увеличивается зазор для установки заднего вентилятора на выдув. То есть я в обычном корпусе мог поставить только тонкий 15-миллиметровый вентилятор, а в этом у меня появляется куча свободного места, и теперь могу спокойно поставить 25-миллиметровый вентилятор, такой же, как у меня на процессорном кулере от Noctua. Это, конечно же, улучшит поток воздуха. В сборке у меня установлена RTX 4070 Founders Edition. Она идеально сюда подходит по длине. И блок питания Fractal Design 650G SFX-L формата. Материнская плата стоит MSI Z790i ITX формата, процессор Intel 12700KF. Я считаю, что блок питания SFX-L формата лучше, чем просто SFX, потому что у него 120 мм вентилятор, и он издает меньше шума, чем 80 мм или 92 мм вентиляторы, которые стоят в SFX. Также в этом блоке питания качественный вентилятор на гидравлическом подшипнике, поэтому его вообще не слышно. Блок питания мне пришлось повесить вентилятором внутрь корпуса, потому что кабели снизу, которые из него выходят, так расположены, что если я повешу его другой стороной, то есть вентилятором боковой стенки, где перфорация, то у меня эти провода снизу, они будут упираться в видеокарту. Но с эстетической точки зрения мне так даже больше нравится, когда он висит вентилятором внутрь корпуса. Сзади все выглядит вот так. Разъем блока питания так расположен, что он вот так повернут в эту сторону. Ну, я думаю, это ничего страшного. Эту пластинку я решил оставить для увеличения жесткости корпуса, так как он сам по себе не супер крепкий. Вторую такую же снял, которая по центру примерно корпуса идет. И блок питания я закрепил двумя болтами. И оставшиеся два болта не стал вкручивать, так как и без них корпус отлично, точнее, блок питания отлично держится. Теперь перейдем к небольшому минусу, который для кого-то, возможно, и не будет минусом, но я такой человек, что придираюсь к таким мелочам. Минус заключается в том, что панель, вот эта, которая держится на 4 болтах изнутри металлической вот этой пластинки, она так спроектирована, что свет от светодиода попадает на соседний USB, который возле кнопки включения, и это немного раздражает. Я хочу это как-то исправить, поэтому хочу вам показать, как изнутри заодно выглядит панель данная.
болты открутили, панель вынимаем. Сейчас поближе сделаю. И вот, собственно, само то место, где свет проникает к соседнему USB-выходу, там небольшая щель имеется. Я эту проблему частично решил, заклеив изолентой это место. Ну, это решение временное, и я хочу сделать на 3D принтере пластинку из пластика и сюда вставить. Либо, если есть мастера по 3D моделированию, то можно сделать всю эту деталь целиком, но я вообще как бы не умею это ничего. Был бы благодарен за советы и помощь в устранении данной проблемы, так как помимо нее в корпусе меня все устраивает. В общем, корпус хороший, мне он очень понравился, я его рекомендую. Если бы еще вот боковая стенка была сплошная и вот не этот мелкий косяк со светодиодами, вообще бы это топ-корпус был за свои деньги. И сейчас я вам покажу тесты в игре, как он у меня греется, насколько хорошо у меня все охлаждается с одним вентилятором, который на выдув идет. Coordinates locked. Hellpods primed. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. Launch initiated. Let our enemies choke upon their territorial ambitions. Sending out an SOS! Request approved. Deploying reinforcements. Point me to the enemy.